Общий привет, с вами Смотрящий, а со мной самые рейтинговые русские детективные сериалы 2024 года. Смотри до конца, в конце топовая рекомендация. Открывает наш топ сериал «Уловки разума». Небольшой провинциальный городок Любимов, окруженный густыми лесами, становится местом трагических событий. Каждое утро приносит в это место известие об исчезновении молодых женщин, а спустя несколько дней находят их искалеченные тела. Расследованием серии убийств занимается следователь по особо важным делам Кира Карелина. Шаг за шагом Кира погружается в пучину запутанных улик и странных свидетельских показаний, пытаясь понять, стоит ли за этим преступлением убийца или какие-то темные силы. В это время в город приезжает психотерапевт из Москвы Константин Холмогоров, известный своими необычными методами. Совместными усилиями Кире и Константину предстоит проделать нелегкий путь, где каждый шаг приближает их к разгадке ужасающей тайны любимого. Сериал затрагивает такие важные темы, как борьба добра со злом, справедливость и человечность. Он показывает, как важно сохранять веру в лучшее и не терять надежду даже в самых сложных ситуациях. Отличный выбор для любителей детективных историй и психологических триллеров. Необычный сюжет, очень хорошая актерская игра, живые персонажи и хорошая динамика. Я почти до конца не смог выяснить убийцу. Напишите в комментариях, смогли ли вы справиться быстрее. Обязательно советую к просмотру. Далее. Я знаю, кто тебя убил. Действие проекта развивается в трех разных временных периодах: в 2016 году, в начале 2000-х и в 1970-х. Главный сюжет начинается с шокирующего и загадочного события. Трехлетняя девочка исчезает из московского цирка во время представления. Киднеппер оказывается непростым преступником. Он не просит выкупа за ребенка. Им движет неистовая жажда мести. Похититель хочет заставить родителей малышки испытать ту же боль, которую он сам пережил после потери любимого человека. Сериал тяжелый, полный драматизма. В нем много психологических приемов, чтобы зритель сам смог сделать для себя выводы и сформировать свое собственное представление о происходящем. Снято достаточно неплохо, сцены держат в напряжении. Антураж и общая картинка в стиле дешево-сердито только добавляет драматизма и обыденности для того времени. Каст хороший, актеры отыгрывают свои роли. Персонажи не все до конца раскрыты, что оставляет немало вопросов. В целом получилось неплохо. Я посмотрел с удовольствием, чего и вам советую. Далее. Престиж. В подмосковном поселке Престиж живут бизнесмены, чиновники и звезды со своими семьями и многочисленной прислугой. Привычный уклад обитателей Престижа рушится, когда загадочным образом исчезает девушка по имени Лена, работающая няней в семье Филимоновых. Вскоре поселок потрясает ужасающая новость. Лену находят убитой. За расследование берется королева местной полиции Елизавета Егоровна. Несмотря на мое личное отторжение к некоторым актерам, я посмотрел этот сериал с удовольствием. Играют очень хорошо, персонажи очень живые, колоритные и многогранные, точная яркая картинка, замечательное музыкальное сопровождение, очень хороший темп развития сюжета. А от повествования в виде рассказа я вообще в восторге. Максимально советую данный сериал для легкого просмотра. Поверьте, он вас не разочарует. Далее, внутри убийцы. Профайлер Зоя Волгина лучшая в своем деле. Сцены преступлений буквально оживают у нее перед глазами. Именно Зою и специального сотрудника Следственного комитета Тимофея Волоха привлекают к новому расследованию. В Петербурге неизвестный душитель бальзамирует тела своих жертв, превращая их в статуи. Его почерк Зои знаком. Много лет назад она уже сталкивалась с очень похожим человеком. Она подозревает, что это мрачное дело связано с кошмарной историей из ее детства. Сериал выделяется своей мрачной атмосферой и детально проработанными персонажами. Их внешность полностью передает их характер. Картинка выглядит мрачной и холодной. И детали в макияже и одежде жертв только подчеркивают монотонность улиц. Хорошо адаптированный сценарий, хорошо подобранные актеры. Отличное музыкальное сопровождение. Начало очень сильно затянуто, но поверьте, это только начало. По поводу этого сериала очень прошу дать расширенную обратную связь в комментариях со своими впечатлениями о нем, так как долго думал, рекомендовать ли его в своей подборке. Но в основном обязательно советую к просмотру. Топ моей подборки сегодня это Варшава-21. В ходе предвыборной гонки за кресло президента Польши цинично убивают знаменитого журналиста Козельского. Польские телеканалы моментально подхватывают версию о вмешательстве России во внутренние дела страны с целью поддержки селезских сепаратистов и дестабилизации обстановки. В качестве доказательства по ТВ крутят аудиозапись разговора российского посла Конобеева и одного из кандидатов в президенты Домбровского, которая якобы была разослана с почты убитого журналиста. Из небольшой искры раздувается скандал, способный нанести огромный ущерб интересам страны. Скомпрометированный сотрудник дипмиссии попадает в больницу с инфарктом, а на его место прибывает кризисный дипломат Вячеслав Васильев. Ему предстоит доказать, что обвинения в адрес Москвы не имеют под собой никаких оснований. Это крепкий напряженный детективный сериал, который держит накал до последней минуты. Шпионы, дипломаты, политические интриги. И это все на фоне противостояния России и Запада. Актерский состав подобран отлично, каждый на своем месте. Смотреть одно удовольствие. Да, сериал не из легких, заставляет задуматься о том, что происходит в мире. Но ведь именно такие произведения нам сейчас и нужны, чтобы не расслабляться. В целом получилось очень даже хорошо.
В общем, рекомендую всем, кто любит качественные политические детективы с мощной актерской игрой и нетривиальным сюжетом. Всем спасибо за просмотр, ставим большие пальцы, пишем впечатления о сериалах в комментарии, подписываемся на канал. С вами был Смотрящий. Увидимся в следующей подборке.